Что ж, пришло время нарушить столь долгое молчание. Все это время кусками выбивал информацию, вел диалог с модерацией. Но чтобы ответить на ваши возможные вопросы, нужно перед этим важно уточнить про админ-состав в целом. Существует два типа модеров: сервера и таблицы лидеров. Первые же всегда имеют зеленую роль на УКДС, а вторые не всегда. Их личности держатся в секрете для безопасности. А откуда обычному игроку про это знать? Я, честно, и сам понятия не имею. Система устроена так, что игрок никакую роль не играет, и все внимание уходит только на субъективную оценку, которая по факту может кардинально отличаться от действительности. Все решения принимаются между администрацией таблицы лидеров. Их процесс тоже засекречен. Почему и зачем? Мы, наверное, никогда не узнаем. Возвращаемся к теме ролика. В своем видео я обобщил и сказал словно вся модерация причастна к моей ситуации. И по этой причине ошибочно упомянул некоторых людей, за что извиняюсь. Но на вашем месте, будущей модерации, я бы не стал бросать дезинформацию, когда не являюсь участником конфликта двухлетней давности. Особенно, когда происходит полнейшая неразбериха с тем, является ли игрок жуликом или нет, была ли допущена ошибка или нет. Такую халатность по отношению ко мне, то есть самому обычному игроку, я наблюдаю впервые. И теперь, пролив свет на действительность, вы можете наблюдать такую картину. Столь долгая длительность разбирательства была связана с тем, что по их ныне старой системе предполагалось, что если игрок получал бан, то это финал, и функции разблокировки не было. Но ситуация со мной показала иную сторону. Человеческая машина в роли модерации кибергринда допустила грубую ошибку. Кто бы мог подумать, что подобного не произойдет? Так, что же происходило от их лица? Как только я поставил 370-ю волну, то меня особо не рассматривали, ибо для них на тот момент я все еще казался читером. Также мои старые сообщения для них являлись убедительным доказательством того, что я являюсь нечестным игроком. И после того, как шумиха стала набирать обороты, и мои знакомые, друзья, все больше и больше поднимали эту тему в сообществе, они решают пересмотреть дело о бане. Но подумали пересматривать они как раз, когда обсуждения достигли своего пика, и мое разоблачающее видео было уже сделано. Даже один из модераторов со мной на контакт выйти успел. Итак, думаю, самая интересная вещь, которую я сам очень сильно хотел узнать, является причина того, почему со мной не делились практически никакой информации. Причина блокировки не сообщалась, поскольку статистика, набиваемая игроком в процессе забега, является предметом проверки для модерации и не подлежит никакому разглашению. По большей части, все факты, названные мной, являются одной большой ошибкой в процессе разбирательства. Ибо объект расследования должен всегда быть в курсе событий, потому что как иначе детали игрока будут анализироваться без его участия. Молчание только усугубило ситуацию. Ну, что же я могу сказать? Главная проблема модерации в данном конфликте является нерешительность в прямом контакте как 3 года назад, так и сейчас. Винить ее в чем-либо кроме этого особо не имеет смысла. Благодарен ей я лишь за то, что они меня услышали, и мы вместе решили эту суматоху раз и навсегда. По поводу реакции людей на мое видео, люди разделились на два лагеря. Первый, кто оказался на моей стороне, второй, кто упорно стал доказывать обратное. Если с одной стороны мнение людей обосновано, так как позиция подкреплена мискринами и словами из моего видео, то с другой все очень странно. Они упорно убеждали себя и других в том, что я где-то использовал читы, но никаких доказательств не предоставляли. Также и с моим жульничеством в прошлом. Оно якобы было, но где и как неизвестно. Самое забавное, что если не вся, то большая часть такой позиции рушилась об слова Юкамода, которые я вставил в сегменте ролика. Пожалуй, напомню парочку из них. Ну и для особо одаренных. Вот мой основной аккаунт в Дискорде. Вот те самые записи, которые не были никак подкорректированы. Пишите мне, и будем вместе смотреть этот увлекательный 6-часовой контент. Не хотите? Поплачьте, сука, и больше не пишите свои конспирологические теории о том, какой я нечестный игрок и прочий бред. Добавок не подкрепленный фактами. Если кто-то отстаивает какую-либо позицию, которая вам может не нравиться, то извольте хотя бы из интереса понять цель и смысл. В противном случае не удивляйтесь тому, что вас говном сожрут за необъективность.
Я не кто-то вроде Месси, который пришел разрушить образ модерации ультракилла и разводить срач между всем и каждым. Я игрок, который пришел отстоять свои цели, извиниться за поступки в прошлом. Извинения — это первое, что я пытался сделать после того, как достучался до модерации. Сегмент, который содержит название ролика. Как вы, думаю, уже понимаете, крайне важен. Ведь здесь содержится решение, принятое модерацией. Кульминация, к которой придет вся эта история. Ложно обвиненный игрок, которого упрекали за то, чего никогда не делал. Человек, изменивший свои взгляды и принципы. Это все именно про меня, ведь время меняет людей, это касается каждого из нас. Спустя 2 года я вернулся, чтобы положить этому конец и снова оказаться среди тех, кто возглавляет вершины лидербордов. И меня признают. История наконец подошла к концу, это долгожданный финал. Все-таки модерация решила меня разбанить, и теперь, как в былые времена, я буду бить рекорды и занимать вершины таблицы лидеров. Ведь первоначальная цель моей игры в Ультракилл — это кибергринд, режим, ради которого я и захожу в эту игру. Он для меня не просто любимый, он скорее уникальный с точки зрения баланса, и в него банально не наскучивает играть. А геймплей — это главное, что я ценю в абсолютно любой игре. Благодарю каждого, кто обратил внимание на эту ситуацию. Ведь, по словам модератора, выход моего ролика вынудил его и остальных хоть как-то действовать. Ажиотаж, поднятый моим роликом, приятно удивил меня, и я действительно не ожидал такого фидбэка от вас. Если бы не вы, зрители, этого, скорее всего, бы вообще не случилось. Путь, который я прошел практически в одиночку, с момента бана и до разбана, буду еще долго вспоминать. Я считал, что для меня соревновательность в этом режиме окончена. Я более не смогу снова вернуться. Но тот факт, что меня разбанили, просто невероятен. Ведь функцию разблокировки игроков добавили только ради меня. Но что самое удивительное, я первый за всю историю существования кибергринда игрок, которого необходимо было разбанивать. Не могу также и проигнорировать модерацию. Они обратили внимание и пересмотрели ситуацию, что заслуживает уважения. Все благодарности были озвучены, и на этом я, пожалуй, закончу свое повествование. Но напоследок... Сейчас я это найти пытаюсь. В том, что меня-то будут разбанивать. Мы пришли к этому выводу. И теперь я могу с гордостью могу заявить, что 430 волн — это прошлое.